Hello. Sorry. Welcome Неужели они to Pokemon Tower of начинаются? Two Fists. I'm Ого. Jordan97, and before I introduce the co-commentators, I'm going to get started very quickly. So, Давайте in поглядим. 3, 2, 1. Good luck. So, if you would like to introduce yourselves. Sure. Yeah, sure. I can go first. I'm Ava. Вот, Signus. представляется I'm a вот этот speedrunner, speedrunner had Тигнус у нас almost every generation of на Pokemon, комментаторах. quite experienced in the Pokemon genre. I haven't speedrun this game myself, but I'm very familiar with the run. Этим. I'm Etienne. I'm also a Pokemon speedrunner, mainly Gen 1s, but also 5 И and 8. I really они, в like принципе, this game, любят, наверное, but эту not, игру. but in the 80% category, so. Yeah, so this is Tower of Two Fists, which is the run for the first DLC area of the game. The game released with 2 DLC areas. Короче, что нам тут стоит сказать? Ран, как видите, не на 4 часа. Или сколько он там обычно? 4-5. Это значит, что у нас будет DLC. But what it's going to involve is to go to the first DLC area. DLC это, конечно, basically try and complete the story. Будет лайтовое такое, всего на часик лишним. Very unique run in the strats that we use, which we'll go on about them when we get to that area. But first, we have effectively the first 30 minutes of actually the sword 80% run. Ну, по сути, сейчас будет что-то типа Any% рана, после которого начнется DLC. Jordan doesn't have to do any inputs here, even if there is some dialogues, you can. Ну, короче, начальную катсцену мы по-любому смотрим. Тут такой вот крутой перец, Леон сражается с Райханом. Да, тут все-таки покемон-турниры перешли в коммерцию чисто. Вот в этом регионе они устраивают такое большое зрелище. В общем-то, да. Нам повезло, что это категория DLC. О, Вулу побежал. Yeah, or can we do it right now? I guess we could explain what IVs are right now. So IVs are, well... В принципе, вот эти спидраны, они очень довольно хорошо скалькулированы. То есть вот раут, он предполагает очень много вычислений, так сказать, ранее ознакомлен с механиками игры. На самых таких низких уровнях даже. И это хоп, это наш, так сказать, приятель, который любит с нами соперничать. Мы сразу, так сказать, делаем настройки меню, чтобы все скипалось лишнее. И там минус анимации и прочее. Скипать ролики. Да, настройки можно сделать только вот отсюда. Хочу заметить, что из-за того, что мы в спидране используем упрощенные анимации, атаки наших покемонов выглядят никак, что является поводом для троллинга покемонов, хотя на деле они довольно-таки разнообразны. Ну, не сказать, что эта игра сильна в анимациях, как, например, в это уклон сделан в SMT5. SMT5 все-таки немного другой уровень. Да, это правда, все-таки геймфрики слишком увлеклись штампованием игр, что порой забывают про качество. В целом DLC, которая разбита на 2 региона для разных версий игры, это то, что меня бесит в покемонах. Из-за того, что это вроде предполагает внутриигровое взаимодействие. Но версии игры практически не отличаются друг от друга. Там разница в одном зале, условно,
И вот регионы — единственное воплощение Numbers for any percent, but for this category. как такового большого различия игр. Но даже в регионе различие в основном заключается в визуальном стиле, а не в стиле прохождения. То есть эти две локации так можно было бы в одной DLC закинуть для всех, но Nintendo такие: а если мы будем продавать две разных версии DLC для одной и той же игры, но разных версий, мы получим больше денег? Не получили, да. Это гениально. Так, у нас, кстати, очень хайповая ставочка. Секунды на таймере в конце рауна. Четные, нечетные. We still have to see him. Ну, Баба знает свою работу. Он знает, как скамить. Короче, встречаем тут этого чемпиона Леона, непобедимого. Это в буквальном смысле босс нашей качалки. Hello, Wartab. Просто местный батя покемонного мастерства. Настоящий тренер. В действительности, нашу цель в покемонах очень легко описать. Мы хотим стать боссом всех качалок этого мира. Настоящая благородная цель. И периодически будем сражаться с боссом качалки каждого региона, чтобы заслужить уважение. Ну, в данном деле нам надо просто, по-моему, пробежать до DLC и пройти DLC. Ну, поскольку категория у нас щадящая, да, на 1 час 40 минут всего лишь, нам только до DLC и DLC, да. Но в основной игре сражения с боссами качалок довольно клевые. Вот выбираем покемонов. Водяной — это такое прям самый такой популярный раут. Тут, в принципе, можно использовать разные рауты. В общем-то, суть покемон игр заключается в том, что вы просто берете какого-нибудь покемона в начале игры и проходите с ним всю игру. Потому что он получает всю экспу, он идет с вами, проходит с вами весь путь. И он самый сильный парень. Для нас. Ну, в некоторых играх, кстати, мы берем сломанного покемона, который может обузить какую-нибудь сломанную атаку. Так что от покемона к покемону меняется стратка, но смысл примерно одинаковый. It did remove. There was a cutscene where like the starters are introduced that gets skipped over. It's very. It's like a pick and mix, really. Ну, нам говорят, что мы типа обязательно рано или поздно станем чемпионом, так что валите отсюда и вообще там сразитесь друг с другом, потом проваливаете в свои путешествия. Наш, так сказать, соперник вызывает Ву, такая вот пушистая овечка. Обычно в покемонах типа соперник использует противоположную по стихии противоположную по стихии покемона, но, короче, вот эта игра очень щадящая в этом плане. Так что мы, в принципе, можем легко его побить. И наш Собол качается. Он даже, это типа, даже не угрюмый соперник. А вот, кстати, да, точно. Он же потом вызывает Собол. Собол был просто разминкой. Хотя Скорбани это, в общем-то, не противоположный по силе покемон. То есть противоположный, но в другую сторону. Ну да, в принципе, игра действительно щадящая. Просто шмакаем в него вотерганом. Как... Знаешь, меня всегда смущало в покемонах то, что сама база покемонов — это то, что мы тренируем условных зверюшек и заставляем их сражаться в своих личных интересах. Что-то звучит не очень легально.
Нормально, нормально. Они любят это. Они нас любят. Это нисколько не эксплуатация, не трафикинг и прочее. Абсолютно не так. Не так ведь, чат, да? Speaking about Wartab earlier, the donator of the one of the box. Еще у этих покемонов твои атаки довольно символичные, потому что Пикачу, к примеру, фигачит молнией. Вот мне интересно, когда по маленькой рыбке какой-нибудь беззащитной, которую вызвали на арену, шарахает молния. Это нормально, по мнению? Они просто вырубаются, они не наносят друг другу серьезный ущерб. Да, тогда почему у нас есть покецентры, в которых у нас покемонов лечат после боев? Блин, я все еще помню. Они просто отдыхают там, просто спят. Да-да-да, после битвы с Райчу, я помню серию битвы с Райчу в покемонах. Это мультики, там все куда жестче, как бы. Nature is really important to consider. So this is the things that's being introduced. Лес, в котором мы, типа, встретим легендарных покемонов, наверное, и, насколько я помню, да. И офигеем от этого. Надо еще кого-нибудь поймать, наверное, кстати. На самом деле нет. Просто, так сказать, нежелательные рандомные встречи. Ну, хотя бы, знаешь, их вынесли в рамках кустов, наконец-то, что на нас только в кустах нападают, всякие белки и прочее. Самое ироничное, у белок нет чувства самосохранения. Вот мы можем идти в конце игры с каким-нибудь бульбазавром раскачанным до максимума и белку шотать с одной атаки. Но белки все равно будут, блин, мы должны. Это наша территория. Подожди, ну Старок там в редах, там прочих, там же тоже заходишь в кусты, там шуршишь, и там больше encounter rate, по-моему. Так что, в принципе, ничего в этом необычного нет. И вот, кстати, встреча с легендарным покемоном. Лурард. Что тут указано? В субтитрах. И мы выводим против него Собола. Ну, сейчас, кстати, будет забавный момент, как мы победим в этом битве условно. Yeah. You'll either risk or you just keep going and going until one run eventually works. That's Какое-то начало персоны 4, честно говоря. Встречаем что-то, оно пускает туман, и мы его не можем достать. It's pretty much a staple of Pokemon speedrunning. Pretty much every Pokemon speedrun uses it at least once during the run. But for a lot of them, it's very important, like Fire Red Leaf Green, for example, where Torrent is essentially used throughout the entire run. So yeah, setting up Torrent can be very skill testing in a lot of games. Легкая победа. Экран просто получил светошумовую гранату. И мы проснулись в Скайриме. Вам лучше не знать, что делается в лесу. Отлавливают братьев Бури. Да-да-да. А белки взяли все орехи, какие только нашли у нас в рюкзаках. Кстати, да, мы все это время искали потерявшуюся овечку в Лу. Вот. И мы ее нашли, нам помогли. В чем-то мы только это... Ничего особо и не сделали. Ну как не сделали? Мы встретили легендарного покемона, который что-то забыл в нашем лесу. Ну, видимо, это не наш уже лес. Когда легендарный покемон приходит в ваш лес, это уже не ваш лес. Ну как, вы можете объявить охоту на легендарного покемона? О, скорее наоборот. Ну как? Мне вот всегда было интересно, почему в мире покемонов нет дробовиков. Ну хотя... Может, покемоны, так сказать, невосприимчивы к пулям. Да, у них сопротивляемость к пулевому ранению. Это у людей только такая слабость. Качались, видимо, долго. Я думаю, это, так сказать, особенность игровых механик, что, типа, вот,
Покемоны неуязвимы к пулям, а люди уязвимы. Это, так сказать, разные классы просто. Разные стихии. Wooloo, that's perfect. Oh my god. Will it stay in? Because the last few times. Поймали Вулу. Hey, finally. Nice. So, contrary to popular belief, for this game specifically, the Route 1 catches, they are not guaranteed. They're around 90%. They are boosted, but it's. Нормально, срезаем углы, бежим. Тут еще куча всяких обучений. Самое интересное, из DLC, эстимейты час 40, приблизительно 20 минут занимает обучение в игре. В спидране. 20 минут обучения. Да, это покемоны, добро пожаловать. Как же грустно, когда нельзя скипнуть обучение в JRPG, даже на НГ плюсе там каком-нибудь. Ух. Ой, НГ+, кстати, это огромная проблема для JRPG. Для меня так всегда была, потому что все механики, которые предполагают, что мы чего-то не знаем или не проходили, работают так же, как они работали. И это меня дико бесит из-за того, что ты подходишь такой, условно, в персонах, кстати, НГ плюса нет, как такового, практически. Ну, СМТ-5, например. Да, в персоне 5 есть НГ плюс, и вот там вот тебя дико бесит то, что у тебя открыты все персоны, условно, ты можешь засамонить сильную персону. У тебя как бы есть деньги и все такое, но ты не можешь этого сделать, потому что ты уровень-то оставил свой вот давно брошенный уровень где-то там далеко, но ты при этом можешь самонить персон, которые твоего уровня. И приходится в 5-й персоне, условно, бежать, раскачиваться до уровня, который позволяет тебе засамонить последнюю персону арканы для близняшек. И они дают тебе навык призывать любую персону в свой отряд, если твой уровень... Если ты можешь их купить. То есть ты платишь сверх меры и получаешь персону. И так ты бегаешь с 99-й персоной первые 15 минут игры. Но для этого тебе пришлось погриндить. Довольно абсурдная ситуация для НГ+. И двигаем дальше по обучению. Ну, тут много чего. Кстати, победило имя Джеймс Понт для нашего спидрана. Так что шуток мы про это услышим много. Do you know our Pokemon Center work? Yeah, I know all too well. So we're just going to deposit the Wooloo as well quickly because it just takes time. So, rated nickname. And... переименовываем нашего Собола. Понт. Джеймс Понт. I remember how a keyboard actually looks for this game. There we go. So James Pond. Ну, блин, представь, ну как, я не знаю, как перевести это на русский полноценно, чтобы было так же смешно, но это получается, как вас зовут? Прут. Джеймс Прут. Сейчас еще будет обучение онлайновым интеракциям там. Don't be heartless monsters. Donate. Или оно попозже будет. Понятно, они назвали главного героя типа чат. Так что обращаются непосредственно к вам, ребята. Oh yeah, this is the only game that uses this kind of mechanic. For example, at Gen 2 you can just say no, I don't want to to catch. For Gen 1 you just you have no tutorial at all except if you talk as a certain man. So Gen 5 you're forced to do the tutorial, and that's take us. Сражаемся с мастером покемонов, ну вернее с этим, с тренером, да. Это классическая фича. Молодняк Джейк закидывает сквовита.
Мы выводим своего собла и используем Water Gun. Бэйн. Водяная пушка. Water Gun. Отлично, это развал. But not in this generation. That's fine. And it's also this kind of generation. You use exactly the same system than Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Ivy with Pokemon's. You cannot have you can have some random. И вот как раз вот эти тренеры, они непропускаемые. Классическая фича, что просто тренер стоит, если он нас увидел, то приходится сражаться. Вперед, Джеймс Бонд. Используй свой Water Gun. Это звучит абсолютно бредово и абсурдно, но очень смешно. Джеймс Бонд, use Water Gun. Понт. This Blitbug only has one move, and it is Juggle Bug, which it lowers our special attack by one stage. So if either one of you two want to talk about stages, actually, Water Gun. Yeah, I can go for it. So there is different decrease or increase you can get during a fight. Honestly, the entire Pokemon strategy is also based on. И главное, этот удар, он хорошо вообще оптимизирован. Can decrease your attack by one stage. There was 6 stage higher and 6 stage lower. В этом рауте, так что просто стреляем. 25% of your damage. That's 50 or 25? It'll be you'll lose a third because I guess it'll be 2 over 3. I don't remember exactly, but that's honestly a huge problem in some fight because normally that should force you to do switch because all of the switch strategy is based on those decrease. Включаем Магнолию. This beginning of the run, that's not even an option, so we just have to go through and Нас, так сказать, приглашают на беседу. And the beginning of the speedruns. Attack like growl, like other stuff that decrease your stats. Рассказывать, что ли, про Динамакс, механику? Да. То, что мы можем увеличить наших покемонов. Yeah, so at this point, this is just because we've been skipping over the story, because like I mentioned before, we don't deal with this part of the story at all for this run. But I guess to give a bit of context, what we're actually about to do is fight. Да, это очень важно. Ну, это основная киллер фича этой игры, так сказать. Pokemon League challenge, which is actually done by invite in this generation. So let's talk to Hop now to say that we are ready to fight. И снова сражаемся с нашим другом. Because this game loves to throw in some text boxes here and there and everywhere. There is also a mashing. There is also a kind of particular how you have to. Хоп слишком позитивный парень, серьезно. Непривычно видеть такого персонажа в покемон-играх. Обычно наш оппонент сильный и угрюмый. Наш, так сказать, основной соперник в покемон-играх. Но Хоп очень отличается от классических райвелов. Небольшой таймлосс, короче, этот Water Gun мог бы ваншотнуть, если бы повезло. So that's like a 1 in 16 chance to happen with this special attack. I think it's probably going to guess we have 19 special attack at this point. And we'll level up here and... Okay, yeah, it was 19. So, just very unfortunate, but it happens. And we're going to hope the Hop doesn't say anything, because hopefully he will not use... В классике там какой-нибудь... Как его? Green или Blue. It's entirely in RNG. We cannot do anything about that. Yeah, unfortunately. And we got burnt, which it doesn't. О, вот это крит. Вот это крит. If we were using physical moves. Lucky. It will speak again. Oh my god. All the conversation points. Oh my god. So Huff speaks when their critical hit happens in that fight, which loses a lot of time. The critical hit text box itself takes a while to disappear. So it's a lot. Короче, крит нам, по-моему, время потерял тоже. And everything just Потому что у него долгая анимация. This is probably one of
Got the One of the full worst platter fight right there. possible, yeah. Perfect for you. Missed the 1 in 16 range too. Yeah, and more than that, Burn making some animation as you see, and that's Like making this. yeah, and you В общем-то, see there is статус горения для нас huge проблема, time for потому the что attack animation speed любой bumps, статус-эффект and that's запускает losing time because анимацию, you are getting ненужную для нас, и мы не можем use сразу атаковать. of sword or change of Да, the тут не status то, and чтобы this fight was есть много Yeah, анимаций, we're there. потому что мы их скипаем, Everything that could have gone но wrong went типа, wrong, but да, it's fine. We're получается okay. так. You can Ого, actually lose that fight. у The ЕС и game счетчик will drift зрителей, anyway, по-моему, but we упал need на to win it just for 5000. the gain in the Вот это да, experience. зря пропускает хорошую At this игру. point, we've got more text to match through, so if there's Мы any тут donations, заливаем please всех be ready. waterганом Okay, we и do смотрим, have насколько $20 это казино интересно работает Doesn't leave a comment, but they did put в it плане towards the рандома. hit Urshifu incentive. Thank you, Marvin. О, какая-то штука Now we упала с are неба. Что же это slightly могло close быть? to that. We now need 400. I'm doing the maths thing again. Так сказать, $445. звезда, we Thank you. still которому have мы можем entire загадать rounds to желание. rush Yeah. this goal Ну, тут because падают, it's короче, a звезды иногда, и Yeah, it's I'd say we в could этом probably push регионе it это if needed. довольно частое But явление. the quicker you can do it, the better. for yeah, chances. definitely. So, I think at this point, the entire purpose of this cutscene is to say that Sonya wants to make curry. So, cool. Incredibly Wow. useful cutscenes. Yeah. Not anything to do with the meteorite that fell from the sky and will turn into bracelet, wrist strap. Немного наблюдаем там катсцены, диалоги. We can hear a tiny jingle during this black screen. This is insane. How many times these games heal yourself during a run? Yeah, so anything. Хочу заметить, мы все еще не дошли до DLC. То есть Something like that. большая часть из тиммейта связана с тем, что мы пытаемся добежать до DLC. Опа. Нам Нам тут выдали специальный девайс, That's around Ah, the, like, Dynamax напульсник. you can fight hot for the Это вот seventh самая time. штука, You которая fight hot позволяет for the делать нам так называемые like the динамаксы. like just before the seventh fight, you'll get Но healed пока and что go into, like, Хоп a предлагает нам run, to progress the story. And then погоняться. technically at that point you can say no to Hop and then like do whatever you want, which is why when you say yes to Hop to do that fight, Битва you'll get another метаподов, heal битва from метаподов. Sonya. But again, we don't even get near to that Бессмысленные, point, беспощадные. We're going to go into the first town and then do a little bit of cutscene stuff and then walk away because that is not the DLC area. We're not too bothered about it. Пробегаем мимо. But the scariest walk back Покемонов. through ever right now. We don't get to see anything until Ну, like хороший kind of the last minute. хороший мувмент, this в общем-то. corner, so I'm gonna hope. Hey, cool, nothing there. The exclamation mark came up. Обходит You can все walk over them. препятствия, Just don't stand there. огибает If you stand углы. there, you'll have an encounter. But if you're walking over it, it should be fine. It took something like 2 seconds before Yeah. your the grass beginning to shaking, and that's mean here there is an hitbox active for finding a Pokemon. So, but normally if you don't stop, you never be able to hit an exclamation mark. So this is where Тут the нам things хоп begins выдает to go into the DLC, yeah. Yeah. ТМ-40 Свифт. Oh, We yeah, have Это a вот few такая things, вот, but we'll be как это, we'll be техникал visiting the машин, train что ли. station once again. Yeah, Или как это I'm sorry, называется. I- Ну, Yeah, короче, there's things uh, fast. девайс, который Like, позволяет one major bit of покемонам RNG, учить before we get разные to the скиллы. DLC area. Everyone likes Onyx, right? Yeah. Rocksnack. Oh yeah, we didn't speak about that, but earlier before the run begins. Говорят, мы тут we еще set дата dates сетапим and, на a консоли, particular, чтобы манипулировать date, рандомом и hour, погодой. in the Switch to manipulate the RNG for the weather here. And that's kind of important because the rain will Вот. help you Потому to что, kill так сказать, this в дождь very мы strong, сможем завалить very strong Onyx, Оникса very high level полегче. Onyx. To get some extra experience that can be that's very important for the rest of the run. So Поэтому ран вот с таким вот четким расчетом идет, что вот мы точно в дождливую погоду там выходим на Оникса, грубо говоря. Ну, ран довольно прагматичен, потому что если открыть гайды в нашем спидран-коме, It's something like, то гайд расписан буквально по шагам. I might be wrong with it, something around Да, 60% again. там прям the run will die. даже варианты So, различных constantly, as long as we исходов событий, там And каждая worst атака, case она scenario, расписана I'll set up a backup save for after the fight, очень so четко.
Tech, you don't need to worry. If things go too bad, Yeah. I can just switch over. But you'll get it first try, so it's not an issue. I mean, I did in the last practice, which means, well, I mean, actually, we've got the runnable Sobble, so maybe things are going in the right direction. You did the hitless in the last practice. А, вот сейчас Yeah, будет, actually hitless, по-моему, обучение. So you can get hit by it. Онлайн-интеракция. Quite good because it'll put you into torrent. В принципе, If we see ничего rock slide, важного для рана пока что. 90% chance Просто, that the run's dead. Or the run просто would be dead бегаем по if обучению. you're doing world record attempts at this point. So Пока что ран, можно сказать, только проходится большая автоскроллерная секция, и все. И вот это дождливая погода, которая нам нужна. О, да. Здоровенный Оникс. Именно в дождливую погоду у нас есть шанс его развалить. И мы обузим сохранение. Мы сделали сейв предварительно. Потому что, ну, очень больно бьет он. Очень больно бьет этот Оникс. Ничего, перезагрузим игру там. Загрузим сейв. Да, здорово, Оникс. Надо его побороть. Вотерган. В общем-то, спамим лучшим навыком, какой у нас есть. Но у Оникса есть навыки и получше. This is actually just the get Urshifu experience right now, I'd say. Just getting rock slide over and over. Oh yeah, that's a huge reset point at this moment. So, Водяная пушка. You really need this experience later in the runs. Especially, it's too important. You cannot go. You can. Давай, Джордан, ты справишься с этим Ониксом. Чат держим кулачки, так сказать, и поднимаем свои водяные пушки. Okay. Oh, that was a very low roll, but I think we did a pretty high roll. Вотерган. Fine, Screech. There we go. Вот это да, вот это удар. Let's go. Отлично. Вот это удача. Ну, рано или поздно это должно было произойти. Да, всего-то 16 уровней разницы. 17 defense is very good. И мы получаем Water Pulse. Pretty solid salvo. And we're gonna walk around so we can avoid another text box that'll pop up if we go on the other side of those rocks. That's kind of good that this one is not active because that makes this tiny text box a little bit faster. There we go. Yeah, so 50 watts. I'm gonna walk through the grass and hope that I don't run into an electrike or a metapod. Okay, second fight or what area? Yeah, we do need a И tiny bit тут more. встречаем Манектрика. Fight this Manectric. Это значит, что он хороший источник для опыта. Ого. Классика. Они не сохранились. Они не сохранились после Оникса, да? Ну, бывает. Well, let's just go tomorrow. So that is the first of. Ладно, бывает. Yeah, it's totally intended as you expected. In this game, when you die, you do not. Спасибо, хоть деньги не теряем. Money like old generations. Honestly, the drawback for. Ну что ж, обойдемся без опыта, конечно. You lose a tiny amount of Pokédollars, and also in wild area that make you crazy death warps. В принципе, тоже мы ничего особо не потеряли, мы сделали дизварп и оказались вблизи города, который нам нужен. Walking is slow in Pokemon Sword. Yeah. And as well for this run, like normally in Pokemon runs you'll get a bike at some point or you'll be able to fly at some point. We're skipping all of that because we're normally done with the run by the time that you would get to those points in any percent. Лечебница для покемонов там. So, yeah, we're gonna have to walk. По-моему, это здание лиги или... Да, вот здесь мы можем похилить покемонов, короче. Shop of the run. Coming up. If we let someone else be whilst I make sure I do this correctly. We speak earlier about how important the increase or decrease of your stats is important during a fight, and those X items
getting buff in pretty recent generations. Now using, for example, X special attack, increase your special attack not to one step, but 2 steps. So it's a really powerful item. After 2 turns, you can be pushed at +4, and making you able to 1-hit KO most of the opponents that you will face. Most of the times, only 1 item should be enough. Yeah. And you also buy some X attack. That's totally normal because we will not use only Sobble. Well, if we're gonna change this to get Urshifu at some point, we'll be using the X attacks. If not, well, it was a waste of time. But and we'll have to say goodbye to Kofi, which would be very sad. So please keep bringing the donations in for that run. И на данном этапе, в принципе, ничего особо не происходит. Like the sword any percent type of story. So we'll be making our way over to the first DLC area. Yeah. But a couple of introductions to characters first. After we try and fight this Mudsdale, very powerful. It's ground type though. We're super effective against this, so surely that means we are going to do and easily beat this. Yeah, definitely. Yeah. Oh no! Oh no! So this death orb saves a lot of time. Yeah. This is always a Mudsdale, so yeah, no. I'm also gonna mash B and not A, so just Oh one yeah. idea. Don't do the wrong warp here because this questions. Уран Many прям brands, идет especially in 80%, как обычно на покемонах, если на то пошло. Way farther. Yeah. Да, может для многих из вас это типа что-то новое, но мы этот ран смотрели много раз, и вот тут ничего не происходит из того, что выделялось бы. Вот, кстати говоря, по-моему, вот этот Slowpoke это как раз уже DLC-шный контент, нет? Да. И вот теперь уже начинается, actually, наша вот эта категория. 36 минут нам потребовалось, чтобы дойти до DLC. И мы, так сказать, используем квикбол, который позволяет нам поймать легко этого Slowpoke. Вот прям гарантированно его ловят. Никаких там особо манипуляций. Просто закупили этот прокачанный покебол на кучу денег, и это нам поможет. Мне уже Он, к сожалению, работает точно так же, как и раньше. Он позволяет нам поймать кого угодно броском этого покебола. Да, довольно легкая штука. Ну что, получается, едем на поезде. На остров брони. So like that data manipulation was very important for making sure we had the quick ball. It'll always, if we let the time roll over from, so we set it to like, I think for this run set it to like 23:52. If we let the day roll over before we. Вот он, этот новый DLC-шный уровень. DLC-шный регион. You'll get rain on our route coming up later, which is very useful. So Manectric spawns there as well. Yeah. There's so important why we picked the 18th of October. So we're actually currently on the 19th of October. It is not currently February the 16th. That's a lie. But if there's any time for any messages, because we're just going to be Знакомимся texting whilst с Кларой. introduced to Clara. Местный мастер доджо. You guys know about prizes.esamarathon.com to motivate people to Так сказать, donate. цветастая и People харизматичная. really want to release. Yeah, Apparently. Yeah. Или I mean, hey, разноцветная. it makes the run 10 minutes shorter and there's less RNG. So Well, I want to watch more. exactly. So if you want to watch more, keep Alright. Вот это, On конечно, prizes.esamarathon.com, пролет we камерой. currently have 4 на, temporary prizes that are based on games in the schedule, so they're only available for a short time. На огромную Keep your пустую donations now, локацию. you have a pretty good chance to win them. И чё, Клара нас It's будет this проверять. Forged in Shadow Torch figurine for a minimum donation of $20.
Выкидывают своего Виннипеда. Fist forged in Shadow Torch t-shirts, and there's also a really cool. Oh no, that one's actually gone Начинает now. трепаться. Okay, if you wanted a Hat in Time thing, too late. But the other Закинем things I just said are still there. I set myself up for X-атак на failure there. себя. But anyway, get your donations in. Head Получаем, on over to кстати, prizes, крит like по себе. We have so many other prizes. If you if you're at the top of the screen, there's PS5s and everything. So yeah, get your donations in and. Сделаем еще один X-атак, и мы сетапим What's going wrong with the critical? And Clara also has наш dialogue, Water Pulse. crit, and Clara's pretty much a rival for this DLC. Yeah. So she Отлично. kind of takes the role of Hop here, and she also steps into it nicely by providing extra details when a crit happens. Though, it's lovely. One thing that actually, like, kind of interesting that the crit happened, because yesterday we had the crit happen, we got poisoned on the same turn, which is also possible, but it ended up cancelling that text block, so hey, that's something new we learned. We didn't have a recording about that, but we didn't have any dialogue with a critical. That's Наш Собол, так сказать, просто засетаплен на огромное количество урона Waterpuls'ом и накидывает But yeah, so Clara, просто тонну урона. acting as a rival, she doesn't want us to go to the dojo at this point because obviously we just beat her. Такие вот бафающие предметы заюзали. So she's gonna say, stay away from that dojo over there. Pointing So- this dojo here. And then See, stay aware of it. And she tries to bribe us off with the style card as well, which allows us to buy extra Просто DLC Waterpulse exclusive clothes. So that's something. использовали. Quickly go into the bag and equip Недавно нам эта атака далась, как раз на том файте с Ониксом. Free heals in this game are aplenty, so we'll get free heal before that, but we do need to equip the cherry berry just for. I guess technically you could not equip it, but safety and. Ну и бежим мимо, все-таки спидран нагибаем But yeah, покемонов. И это Диглет. Диглет прибежал с-под земли. To heal a paralyze statues if it's happened during the next fight, so it's gonna be very useful. You don't have to deal with that if you are unlucky. Вот, знаешь, началось с DLC, да? Казалось бы, мы должны видеть чего-то, чего не видели в основной игре, да? Мы потратили час, чтобы добежать до первого жима в DLC, но если бы мне не сказали, что это категория DLC, я бы не понял сразу. I don't think it's a situation where it could be too good. Because I guess it could technically be too good, but I don't think that's the case for this. Yeah, we talked about this where Yeah. a very niche scenario. Yeah, very, very niche. I don't think I've ever had it personally, the amount of times I've ran this. So, we're going to be introduced to Honey. Знакомимся с сайт Kind of a side character персонажами DLC. from the DLC, but we'll be introduced to her husband, Mustard. So, Honey Mustard. There's a lot of things like that in the DLC. So, I'll give credit, really high credit to Game Freak. They made Да, скоро выясним боссов за Gym. there's a lot of В действительности покемонов можно трактовать как it was really fun reading it through when I first played it. как бы It was переосмысление великого произведения, It's the first DLC. потому что мы всегда выясняем, кто босс этой качалки, всеми силами пытаемся доказать, что мы босс качалки, October 23rd. и приходим к каждому, кто смеет называть себя боссом качалки, чтобы доказать им, кто настоящий как бы босс. Yeah, we're gonna get given the experience charm here, this boost experience for the rest of the run by 1.5, so we're gonna level up even quicker, which is obviously very helpful. Yeah, especially because at the end of this run, if we get this help from the chat and from the donations, we will still have a huge gap to get from the experience. Yeah. Alright, so we're going to save because Mustard can also be mean sometimes. If the standard fight happens, it's beautiful. If it is not the standard fight, yeah, it's not that great. Not great. There we go. So Mustard. Dun, dun, dun.
like again, with the standard fight, it should use fake out on Встречаем Gen 1, местного so we're gonna сенсея. we're gonna set up an next special attack, and we're gonna hope that everything works out well. Yeah, and then hopefully after that we get force palm and no crit. Минфу атакует нас, но это не критично, потому что мы Fake out. сейчас немножко That seems пострадали и шотнули его одним Alright, good. This is the normal fight, ударом. and we're Все fine. в порядке, так и должно быть. Okay, so that was very nice. And then the next Pokemon is Shinx. The next Pokemon is Shinx, and which he we will always always outspeed. Yeah. So yeah, if there's any Сейчас donations, начнется there's going to be a bunch of stories сюжет. after this. Okay, in that case, I would like to read a $5 donation we got from Anace, who says, "Good morning, ESA. Hope you're all well rested, staying hydrated, and most importantly, donating to help beat Alzheimer's. Good luck on the run." Thank you very much, and thank you for the donation. So, with this bit of the run now, Теперь мы можем присоединиться к Доджи, поскольку победили местного сенсея. Показали, что мы можем быть боссом этой качалки. At the beginning in this train station, when we first came in, who acted scared and then ran away. They were meant to actually join the dojo, and we accidentally took their place. But we get a cool dojo uniform out of it. Что ж, мы открыли себе отличную униформу. Before that ends well. Oh yeah, of course, shin pads. Not shin pads, knee pads. I don't even know what, like... There's no need for them, really, but... Hey, it fits well with the costume. So, because we get a dojo uniform, though, Clara is going to be upset in a second. We're also going to talk about the first trial where we'll find out... Oh, we're going to have Clara interrupt us first. Complain about the fact that she doesn't have a dojo uniform. And so she gets given one now. And, oh, what was that? What happened there? Slowpoke. Okay. So these Slowpoke, they're just being a bit cheeky. Listen, I mean, they're slow. They're not that fast. We can just quickly get the dojo uniform back, right? Oh. Alright, well. Нам надо вернуть Слоупока. Поздравляю. От нас удрал Слоупок. Вот настолько мы хороши. We'll see that. Yeah, we'll see that. Yeah, they're a bit speedy, we can say. Perfect for a speedrun. So everyone kind of just realizes, oh wait, this is the track, we need to get out of here. Of course, we stand still for like an extra while, because why not? I was going to quickly mash B here, so we stay in the dojo uniform, because if we press A, we get changed back into the original clothes that we're wearing, and that's time loss. That's cool. I like those. Yeah, I mean, Нас атакуют слоупоками. It's preferable Ну to как? standard outfit. Атакуют. So Они решили поступить по-умному и свалить, поэтому мы должны догнать слоупоков. faster than the trainers there. So like, how are we going to catch up to these? Is going to be interesting. Like we're going to have to think, use our noggin for a bit. But we're going to quickly, before we head over there, we're going to talk to this person here. We're going to buy some berries. We're going to buy 11 Pecha berries and 11 Chesto berries. And do we need all those berries? No. Is it quicker to get those berries because we can just press one button? Yeah. Yes. The thing is, Вот набрали всяких ягодок. one input because it's increased by 10 instead of multiple 10. But we have, as we said, even if we use the Полезные drawback by предметы. using Pokédollar is so tiny that we have way enough money for the NCC's entire run, so we don't care to love Касательно того, что So this is the last route that the покемоны тут очень могут отличаться, это особенность игры, тут есть, так сказать, такие более стильные покемоны, я так понимаю. То есть привычных нам покемонов мы можем увидеть там в других раскрасах или вот этот кофинг в шляпе, кофинг в шляпе, кофинг в шляпе. И мы встречаемся со Слоупоком, вот, как видите. Слоупок тут, да, выглядит совсем иначе. Слоупок, короче, зевнул.
Confusion, Yeah. disable, which is У него есть еще Confusion и Disable, он использовал get против нас. confused, and then you can hit yourself in confusion, and then we use the move to finish Confusion, off, or when по-моему, they но used, не like when you прошло. disable Muddy Water, so sometimes you'll swap to Water Pulse instead of Muddy Water, and it's just pretty messy, because Muddy Water itself can also miss, right? So Yeah. there's a lot of things that can go wrong and lose time in this section. Muddy Water is 95%. No. Oh, I wish it was 95%. No, it's 85. It's 85. 15% chance to miss every time we use it. And effectively for this run, because Muddy Water also lowers accuracy, but that's not important because when we're using it, we're going to be defeating До the сих opponent. So пор it's идет effectively дождь, surf, кстати. but it misses, which is not nice. But Animation looks good. Вот, все еще. Ну, мы как бы очень быстро проходим. Managed to turn off, or are able to turn off. There's some games Опа, like это Pokemon быстрый слоупок. where you do not get to do that. A game that's very precious to me. Не... That's me, to be fair. Like, Coliseum is such a good. Интересно. Run Coliseum as well. Highly recommend it. Бахаем. It's a great run. I believe we should be fine on health. Uh, Alright, use disable, that's fine. yeah, If we it's don't failed. attack, disable's fine. And that's it. Let's go. So yeah, using the healing, using the X item. Бахаем этого If it слоупока. happens to be disabled on the second turn, because we can't defeat with Muddy Water on the first В turn. общем-то, at this point. слоупок мог бы накидать на нас Just using the X item will разные нехорошие prevent штуки. Muddy Water Там being disabled on the second turn. Disable, Okay, we're Confuse. style now. Yeah, the slightly edgier. Ну, version нам of повезло. Yeah, I guess so. Unfortunately, we don't get to see the actual James Pond, which Yeah. the name is probably a reference to, like you said, in the speedrun. But So Продолжаем Like, as I двигаться mentioned по before, we нашему can't- квесту. like we're not quick enough to reach Subbo, so we're just going to conveniently wait here whilst it turns around. So Did he notice you? No. no, he did not notice me, thankfully. You can get it to follow you. There's been times when I tried to do that, and then И, I в принципе, мы знаем, где он нас накинется, поэтому просто стоим на траектории слоупока. and instead, so this time I'm going to use Muddy Water. Да, Джеймс and Бонд actually наш use- тем we временем should be able to eat a bit of эволюционировал. damage. Oh. Alright, let's just use Water Pulse in case. Okay, use Acid. But if you did decide to use Disable... Просто Water Pulse, красавчик. bad. It would have just meant no move. So, Disable, Water Pulse gets disabled, and then we use Muddy Water instead. So, nice bit of adaptation. Мадди Вотер у нас используется. could what? go way worse. Yeah, and Yeah. what I'm going to do, because I was actually meant to do this earlier, was deposit the Slowpoke before I run into that Malamar behind me. Or you Just- would have a bad time, or a slow time rather. Yeah, Наш sometime. Собол стал So, let's just... Дрезилом. Another death It's lord. another death blow. We're not going to do the joke 3 Yeah, times. yeah. I'm it's- going to have it's- 4. Yeah. И мы встречаем покемона So покруче. it's not Да. set up next С to которым it. мы особо-то не сражаемся. Он нам нужен для дисварпа, чтобы вернуться назад. Spot you when you're standing right there, but yeah, it's Просто usually отлетаем от него, и right after defeating the last это Slowpoke. отправляет нас Yeah, and one very convenient поближе thing к тому about месту, yeah, куда нам we нужно. get to the dojo, В этом и that sets that spawn заключается point, like how- where we come back, суть we get to the этого dojo. So, and typically, we always want to be going to the варпа. dojo. So, Просто it's just оказываемся so в convenient how другом it works out месте. like that. Сразу залетаем в Now we катсцену. retrieve Очень Farmer's удобно. uniform, which Yeah. she never wears. Yeah, she never wears it, so we had to do the trial anyway, but she got moody about not having the dojo uniform. Lost the dojo uniform. We had to chase after the Slowpokes to get the dojo uniform. We hand her the dojo uniform. And then she doesn't wear the dojo uniform. So, it is what it is. What? But, Oh my god. here, Нас here's тут Bulbasaur's выбегает Squirtle. Which one do you want us to Бульбазаур и Сквиртл. if anyone wants to shout out quickly, I love Bulba, like You love Genesis Bulba? in the audience. well, we are Красавчики, going to be picking Bulbasaur выглядят choice anyway. But, Bulba- как Bulbasaur's будто faster, молодые. You'll see coming up in a little while. Как знаете, Bulbasaur's faster, but it ends up being the better как choice. будто Modern Talking снова объединились so, that might seem low. и вернулись This, на сцену. That's good. But more Death Warps later. I'm sorry, I'm not gonna. Bulbasaur is just gonna be used to Death Warp everywhere, and so it's gonna be used. It is gonna be used for one fight. Бульбазаур, он Bulbasaur все-таки died, so Need some будет spot. I'm лучшим sorry, выбором. people who like Bulbasaur. This is not gonna be the. This is not gonna be pleasant viewing for you from now on. Его Oh no. 5-й уровень. But this actually kicks off the second trial though. At this point, where we're going to И, try в and find some принципе, axe mushrooms for some soup.
Like that's literally the point. You're gonna be making. В принципе, он нам нужен только для одного боя, в котором он все равно отлетит. Да, почему-то есть какая-то шутка в Pokemon комьюнити, что... Короче, спидранеры не очень любят Бульбазавра. So convenient, like that you can just deposit your Pokemon Yeah. anywhere. You don't have to go to a PC like in a lot of other Pokemon games. This generation inserts so many different mechanics to make all of the. Как-то так сложилось, конечно. Фанаты Покемона это не любят, так сказать, вот эту прямолинейность раннеров и любовь к числам. Потому что в спидранах Бульбазавр играет обычно очень маленькую роль, если вообще нет. This is a great feature in my opinion. Yeah, and one very nice thing Mustard does here, he takes us to like the entrance of the forest, so we don't have to walk through the area that we were just in, because we are new to the island. We don't know where anything is. Mustard realizes that, so he just points us in the right direction. И в принципе это половина спидрана уже пройдена. This area is crazy big. We're just going to be making sure we don't walk into any encounters. There can be some very small ones. Это просто замечательно. So I'm just going to be like paying attention, making sure that we're not running into like a Venipede or a Fungus. They're the small ones also in the. Надо побежать, избежать энкаунтеров. Like people said Mungus. Вот это все. But I'm like, I can't remember what is the name of the Pokemon at this point? I don't even remember. The big mushroom. Oh yeah. The big mushroom. Is it Among Us? Actually, I don't remember. My brain's been confused too much at this point. Every single Pokemon fan in the chat will. Yeah, I'm sure chat is correcting me a million times over right now. So Jordan's gonna go pick up a move. Раннеры упоминают покемона и не могут вспомнить, Heals 100 health, so it's кто going им to нужен. full health because we're never going to have more than 100 health at any point during the run. Шутят So на эту it's тему. effectively like a full restore or a max potion in this situation. So many Gen 1 Pokemon. Yeah, but hey, Взяли небольшую хилку, она может быть когда-нибудь пригодится, может быть не пригодится. Ну просто так взяли марафон строта. Чего бы не взять. Вот. Мы, значит, бежим за грибочком. Но, пожалуй, пока не стоит его брать. Как видите, нас ожидает засада. This is actually a very consistent fight, 99% of the time. I've had one И situation это Клара. Клара вызывает нас на бой. Она пытается украсть наши кораллы. That's why I saved. That's not gonna happen now. Но у нас есть Кларнет. This is a Pokemon marathon run. What are you hoping for? Поэтому мы должны победить бедного Слоупока. Nice. And 85. Okay. Alright, we're good. So we're just gonna, I say we're good. We still need to hit the muddy water. There we go. There we go. So this fight is pretty safe. So I'd say at this point, if there's any donations to be read, we'll be good to go. Excellent. In that case, I will tell you that we got a $25 donation. Довольно безопасный файт. Okay. Who says, good morning and greetings from the US. Good luck with the rest of the run, Jordan. And they put it towards the... Ну, кофем мы тоже разваливаем. How much longer are we... Подумайте только, наш Дризл уже ловит уровень за уровнем, 18-й. И он очень силен на этот момент. Просто можно проходить игру одним Дризлом. Вот это сила. I believe in the donators. There was some crazy donation this morning by 500, I guess. Клара повержена. Thank you for all of that, yeah. Thank you for all these donations. Хочет получить наши грибочки, но очень странные грибы. Берем целый кластер, это максимальные грибы, максималочки. There was some crazy donation during this run. That was awesome. Yeah. So I believe in chat, but also I
I'm gonna have to pick this up just in case. So we're gonna pick up this rocky helmet, which will be И вот useful мы for попали later такую on. пустую, We're пустынную also going to swap the местность. Bulbasaur. I'm sorry, everyone. So we know this direction. A Bulbasaur can take on a Rhyperior, surely. He can do it. Берем с собой Бульбазавра. It's 4 times effective. Yeah, Really, 4 it's got times a chance. effective. Yeah. Do we actually have a grass move at this point? Вот он, Репериор. Okay, we do. See, I know this is getting better. And no. Oh, no. I critical it. Hey, there's no extra text for this, it's fine. Оу, It's, крит. but it's still, It's yeah. still slower, but not as Жестко, slow. без шансов. Развалили Бульбазавра. Back to the dojo. It's been a lot of unfortunate crits this round. And yeah, so Стандартный процесс. Выдаем на орехи всем, кому можно выдать на орехи. Кто на орехи не хочет получать, все равно получит на орехи. soup making. Ну или нам выдают на орехи. Got like a bit more text and then the fight, so like Тут 5 уж 10 minutes. So разные ситуации бывают. Ну, там все может быть, конечно, да. And probably Bulbasaur at this point, because I mean, I may as well at that point. Monster. Monster or letting it roam free True. and live to its heart's content. Out in these wilds though, with Rhyperiors and... Hmm? Out in these wilds with Rhyperiors and... I mean, as long as it doesn't go to the desert, like, I mean, it's fine. A Bulbasaur in the desert, you wouldn't expect it to go there anyway. It's fine. It's fine. I'm sure it is. Yeah. Sure. But yeah, Clara actually runs in there. She finds some max mushrooms of her own. So those ones, like the max mushrooms that Clara uses, ends up using the soup. We get to keep the max mushrooms that we found. And one very unique property with max mushrooms. So we have X items that will increase by 2 stage. Max mushrooms increase a stage by 1, but it does it for every single stat value. So speed, like attack, defense, special attack, special defense, speed, they are all going to get increased. At the moment when we use the max mushroom, we will see many different Xbox during a fight. Yes. Yeah. We also need to bring in James Pond once more. Put into the second slot because we still have some very important things for the Bulbasaur to do. Yeah. During the fight that we will see during the next fight, it's yeah, really important to doesn't start with your main Pokemon that we will use for this fight, especially to tank one attack, Yeah. as we will see. So I will not spoil it. Yeah. We'll explain it when it comes up. Yeah. We do also crit the Petra Berry though, and that's because you know Petra Berries they heal poison. If that's a hint of anything to come. But yeah, there's like the ultimate last final trial coming up right now, which is just a Pokemon fight. We're gonna fight Clara. She's gonna run off. Nothing suspicious about that. Nothing at all. And we're gonna just talk about Mustard. How Mustard's gonna talk to her saying, since you've like, Приятное like she место, has talent, конечно. but she didn't have much Такое drive. But since you've додзе. turned up, you've really pushed. В нем можно увидеть She's not много gonna do anything dodgy. I think it's pretty much like the solution. всякого That's, покемонского, right there. всяких so we're just gonna тренажеров для the reason why we тренировок. actually also do that menu, like I did the menu in the dojo and not in this section specifically. Yeah. You can't swap Pokemon in the section like this the way into the Yeah, the stadium, it's I guess? what, as you said earlier during the practice room. It's exactly the same area when И you мы go снова into, for example, the сражаемся. stadium. Yeah. In the rest of the game. Basically, you can. Суровый мир покемонов, где бесконечные битвы. Yeah, we can't bring James К сожалению, они не прекращаются, и мы вынуждены сражаться. There's a couple of Pokemon in this fight that are scary, and by scary I mean very annoying. Ребята, в чатике, кстати, обязательно напишите своего любимого покемона в чат. I'll This is not 50% Pokemon. chances. 50, yeah, Самый лучший покемон — это Слоупок. Это Вот однозначно. классный покемон, да. Особенно быстрый Слоупок отсюда. They are toxic spikes. Yeah, and Bulbasaur is a poison type, which is Вот, why we вот actually lead это with Bulbasaur here, хорошо. because when you lead with the poison type, Beautiful Контр. the poison type will actually absorb the toxic spikes, which means that when Jordan swaps in, it doesn't consume his Petra Berry, which cures it to poison, and he doesn't get poisoned at all, which is incredibly useful, and the reason you pick Bulbasaur over something like Squirtle. Yeah. И говорит, вот как-то получилось так, что Thank you.
токсические шипы попали на вот эту боевую арену. Ничего So себе. the Scorpio here is quite annoying too, because it does poison Диглет. and that I Диглет hinted at it, нормально, 30%. нормально. Poison Диглет Fang has a хорош. 50% chance to poison, which is why you equip the Petra Berry. You really don't want to get poisoned here, as that's quite annoying. Oh, turn 1 poison, that's not good. That's Вот, мы набрали конфет, ой, ягод, которые нас будут Are we gonna лечить get от poisoned? пойзона. 50-50. Yes. Okay, we need to hit the muddy water now, which is 85%. И говорят, вероятность сейчас отравления 50 на 50. Solid fight. At this point, 50-50. so muddy water is 85% accurate. But what we are going Где-то to я do это уже now слышал. is we are going to Dynamax, which is the gimmick of Generation 8. И смотрите-ка, We вот grow big and massive. визинг our в шляпе. moves will deal more damage, and more importantly, they are fully accurate, so we don't have to worry about missing muddy На water. этом моменте мы So, активируем around Dynamax not even 2 minutes probably at this point, maybe Drizzle. before the end of, or for the last chance if you want to switch this to get. Наверное, пора объяснять динамик Дайнамаксов. take down Captain. Вы можете призвать, что неудивительно, себе на помощь Дайнамакса, который выходит на арену на какое-то время и непосредственно наносит довольно-таки существенный урон, больше, чем And also, обычный it's, покемон. include, Постоянно мы их спамить, к сожалению, не можем, поэтому приходится призывать их, когда это выгодно. Но они имеют ограничение в несколько ходов, как я помню. Мы не можем их вызвать на второй ход. wind type making you faster and so on. Yeah. In fact, the Dynamax was so И мы просто powerful сносим всю in пати Pokemon, Клара. for example, in Pokemon strategy, player versus player, in Pokemon Showdown, for example, that had got been banned pretty fast because yeah, this На Sphinx что она is, рассчитывает? pretty unbalanced. А она But the рассчитывает thing is very выпустить interesting своего because, for Dynamax example, in покемона. 90% you have to find a route without using the Dynamax because as you can see, it's a very О, long да. animations. Yeah. So we will not have this problematic in this category. Анимации, specifically, конечно, because it's really Dynamax interesting очень routes. медленные. And И also, это we- огромный слоубро, Okay, there's no text, it's fine. This Slowbro has an ability called Quick Draw, which if you're который familiar with побеждается Quick Claw, that's 10% to go first. очень Quick Draw is легко. that, but 30%. However, it didn't happen. Забавно выглядит, All так как round анимации боя like в игре some text отключены, messages выглядит как before будто раннер вообще ничего не that делает, doesn't как make его sense. покемон, но на самом деле он Basically просто telling, like, Mustard's like coming in saying, yeah, Clara, I стучит knew you cheated по with the врагам, twice, but it's и они okay. I kind of разваливаются. forgive you. And yeah, so like a moment left. But if there's any messages or anything at this point, just in general, any messages for like what we are here for? Yeah, sure. I can let you know, yeah, we are raising money for Alzheimer Fonden, and did you know that any kind of revenue that ESA makes this event is going all to them? Wow. Did you know that, and ESA has speedrunstore.com, Oh. and there you can buy some speedrun merch, and we Можно ли just победить got Dynamax added. обычным There покемоном? is a new ESA Да, я plum думаю, вас shirt ничего and не hoodie остановит, you но, can buy. конечно, эти формы So if you like слишком the intermission videos with the plum game, слишком sure. сильны. you do, but if you do, Поэтому это you очень can buy a сложная shirt with задача. her design on it. Yeah, just and a hoodie now available. Is there a Splum in the audience? I don't think. Is there a- Yeah, because No, we there are, isn't Etienne though. Знаете, чего не хватает в этом спидране, в DLC? Alright. Plum, sadly. В казуальной игре I вы would say at this point, залетаете в I DLC assume на that we have not met велике. everything. So what we are Ну или sadly когда going to have to хотите, do в now принципе, а тут is- спидраним well, и все-таки we're gonna do a велик couple things first. скипаем. We're gonna actually change the. Wait, no, I don't need to change the date. Ну, по мне так не хватает другого. We missed Это out. где-то еще We're gonna save it. 3-4 часов геймплея. oh yeah, normally when doing the route with Urshifu, we change the date to meeting some Blessy into the wide area to making some very fast experience. Было бы идеально еще бы 3-4 часа геймплея плюс-минус. Not today, Alas. not in this run. Yeah. Yeah, to get some experience, to having this very interesting strategy to push this Pokemon with a certain amount of experience that can be used reversal, a pretty powerful attack when that give a Довольно some короткий ран damage for получается very low on HP, в so- DLC. but not in- Очень not- мало Don't forget, качалок yeah, добавили. not for Don't Get Urshifu. Yeah. Don't Get Urshifu is a lot simpler. We're just going to head straight to the Tower of Two Fists, the Tower of Darkness specifically. One of the towers. Yeah, one of the Towers of Two Fists, the Tower of Darkness.
So right now we're just being like Mustard doesn't know what we're about to do. So he's saying, oh, we're going to send all these people out to various different view spots so you can raise your friendship with Khufu. Because the aim is to be to make grow the Khufu's confidence. But I guess the best way to do that is trial by fire and just to release it into the wild, I guess, at this point. So we're going to swap them around, do that, release the Bulbasaur first. That's not necessary for this, but why not? Goodbye. And we are now going to talk to Mustard, who's going to be very disappointed in us. But it's quicker. It's like a 10-minute difference in the run. So I'd say at this point it's probably around... Probably is around 10 minutes left, I'd say. You have the timer just there, but... Yeah, I'm just trying to think in terms of when the normal run would Oh, yeah, from the end of the run. Oh, yeah, it's the end of the run. Around 10. Yeah, 10 or 12 minutes. No more than 12, I'm pretty sure. Yeah. So we do have to make our way over to the tower, which is a very long walk. That's a Bouffant. One interesting thing about Bouffant, for all other Bouffants except that one, they will chase after you. You cannot outrun a Bouffant, so if one happens to spawn in this moment, it will just charge at us, and we can't do anything about it. But that one's a static spawn, so it's always funny when seeing people run this for the first time. But they're aware of the Bouffant chasing after you. They'll see it, and they'll quickly just dart to the left. Да, вот тут точно не хватает велосипеда. Ну, его брать слишком долго, потому что надо проходить еще больше игры. В итоге быстрее просто бегать. Да, так-то можно все закончить, наверное, часа за полтора. That's one there, so that is going to be perfectly fine. We can make our way through the grass. All right. I just think this is actually the original Soul. Даже быстрее, даже быстрее. Мировой рекорд всего час 26. Удивительно, что большая часть этого рана это обучение. Ну, очень короткий регион, добавили на деле пару покемонов. I guess if it had been the Onyx first time, this would have definitely been on world record pace, which is Ну, зато DLC не одно. Ну, как не одно? Надо только выполнить пару условий. Карабкаемся по огромной лестнице на самую вершину избушки с кучей этажей. И вот тут мы будем уже, так сказать, двигаться дальше. Yeah, so welcome to the Tower of Two Fists, where everyone's going to effectively kind of be giving us the cold shoulder. Вот мы попали в башню, да, нам надо зачистить башню, классическая такая развлекуха. Во многих же РПГшках есть своя башня с кучей врагов. Ну, данная башня, конечно, маленькая, но удаленькая. Хотя для нашего покемона, конечно, угрозы не представляет. Наш Дризл, так сказать, не пальцем деланный. Если у Дризла третья форма, конечно, третья форма Дризла это Интеллион. Такая вот длинная, худая ящерица. Don't want to risk the critical hit from the Inkay, and we don't need to be in Torrent for this next fight. Or we're going to walk into the side there. В общем-то, стандарт. Используем одну и ту же атаку почти весь ран. Потому что это довольно оптимизированный раут. Главное, это грамотная прокачка покемона.
and with well, Drizzile at this point. Потому что тогда наш урон Yeah. имеет очень хорошие свойства. Кстати, по-моему... Ого! Ого, вот это крит! Вот это крит! Хочу обратить внимание на то, что мы проходим игру на столько левелов ниже, что 20-й под нас игра буквально подстраивается. We're not going to teach Sucker Punch, and I'm also just going to equip the Rocket Helmet now. Просто 1 хп, 1 хп, невероятно. We'll use Norn Berry. That should cover it well enough. Yeah, and you'll see the reason for Jordan equipping the Rocky Helmet pretty soon. It's quite a crucial item. Время делать ватерпульсы. For this final fight after this one. Yeah. So I'd say at this point, just for some shout-outs, thank you to like made the majority of this route, and then also to Aspect for transporting it over to Sword. Плохо. If you're interested in any of the Pokemon, or like the Switch Pokemon, Кракорок, вот он же. Discord, or any of the Pokemon, Ну, в принципе, Discord, go to the game on SR. это было быстро. Find it there. Yeah. Every game has, or every generation pretty much has their own Discord, or every console. There's the DS, the Gen 1 to 3, the Switch Discord, etc. So there are plenty. The DS Discord too, yeah. and so on. So yeah, the Pokemon community, the Pokemon speedrunning community in general is very incredible. Проживаем хилку на нашего покемона, And answer pretty instantly from every question you have in нашего if you Дризла, start Pokemon speedrunning. So yeah, Дризилу. don't wait if you like Pokemon and try a speedrun. And also this generation is kinda it's not. И мы сражаемся с мастером доджо горчицей. Yeah, to begin. Или горчичником. Вот сейчас он нам их поставит. И как оказалось, тот старец довольно бодрый, пожилой мужчина, который... Ну знаешь, классика. Кто занимается самый спортом, сильный наверное. кунг-фу мастер? Старец, так сказать, самый сильный. Ну, основная тема этого дополнения это как раз кунг-фу. Кстати, делаем рестарт. Не получилось сделать оптимальный сетап. Very different to this. You can get like just speedrun. It's fun. Yeah. And if you're watching this, you Тут же definitely мастер горчица. recommend it. Don't need capture devices or anything. Just if you want to try it out, just play a game. Yeah. Yeah, and the games are getting more accessible as time goes on. Emulators. Кушаем грибочек, он нам апает все статы. Custom firmware capture is allowed for the 3DS speedruns that have their own boards. Как видите, грибы в играх очень часто помогают. В жизни рекомендуем быть с ними осторожными, потому что все может пойти не так, да. Какую-нибудь поганку скушать. Time is going to be coming up in like a couple of seconds. So in 3, 2, well, after this, there's going to be a fade to black now. And there we go. Yeah, so thank you Клап, for клап, клап. with me. I think that's Easy win. И спидран закончен. Мы доказали, что мы настоящий босс-качал. Thank you a lot for having me too. Вот It was это да. great to comment and also to dive into the commentary in this DLC because I still have to finish it. Fair enough. I say that's everything. All right, before we leave, one quick donation. We got $50 from Green Lightning. Oh, Says, Garfield. hey, Jordan and Singus, big fan. Thank you. Thank you, Green. And they put it towards Короткая DLC, да. Snake. Snake. Очень короткая. Thank you for that awesome run. Ну, большую часть мы потратили как раз-таки, к сожалению, именно на процесс того, что дойти до DLC. Don't go anywhere. А что это, VR, что ли?